Берни Салем, с вами Домалах подкаст. Сегодня мы обсудим тему о важности образования за границей и как это может изменить жизнь молодежи Казахстана. У нас в студии с вами Эмин Джабаров. Здравствуйте. Вы можете кратко рассказать о себе, где вы обучались, в каких университетах и кем вы работаете на данный момент. Спасибо большое за приглашение, Данияр. Данияр мой студент, экс-студент, уже магистрант. Меня зовут, как Данияр меня представил, Джабаров Эмин. Я родом из Жезказгана. Последнее мое образование это было университет Бристоль. Я учился по Болашаку, выиграл стипендию президентскую. До этого, получается, я учился в Казахско-турецком лицее в Жезказгане, в военном институте сухопутных войск в Алмате. 15 лет прослужил в армии, майор запаса. Сейчас преподаю в Максут Нарикпаев университете. Вкратце. И вот важности образования за рубежом. Как вы осмелились, совершили этот поступок, именно шаг? Вы работали 15 лет в военной сфере. Все-таки мы считаем, что это сфера, где вы привязываетесь к государству и вы работаете над этим. И как вы приступили к этому шагу, к гражданской работе? Ну, бывают же такие надписи во дворах. Тюрьма у нас в голове, там, я не знаю, кому это приписывают, ЦОИ и так далее. То есть любые какие-то структуры, вот эта объективная какая-то реальность, она всегда формируется из предубеждений. И надо уметь эти предубеждения перебаривать. Это очень важно. Будь то, я не знаю, там, в любом обществе, допустим, национальные меньшинства, им какие-то приписывают какие-то предубеждения. Приписывают предубеждения каким-то религиозным меньшинствам. Точно так же могут какие-то существовать предубеждения о военных. Но в военной сфере, в военной среде очень много грамотных офицеров и сержантов, которых я видел. У меня в подчинении лично был один парень, вот вообще прирожденный лидер. Его лидерские качества, я всегда вспоминаю его образ, пример, я таких мало в жизни встречал. То есть я хочу сказать, что все существующие какие-то стереотипы, предубеждения, это не есть настоящая реальность, да? Это просто структура, которую общество навязало, но не всегда так. То есть я хочу сказать, что среди военных очень много умных, инициативных ребят с хорошими лидерскими качествами, хорошим образованием, с хорошей смекалкой, у которых очень большой потенциал. И что изменило вот в вашем мышлении поступление за рубежом, либо обучаться в казахстанских вузах и начать подтягивать это образование? Почему, как вы изменили это? Ну, в какой период? Мне захотелось получить зарубежное образование. Я специализировался по безопасности в целом, по аналитике. И в какой-то момент мне просто захотелось углубить свои знания теоретические какие-то. Для меня это был у меня было два выбора, как это сделать. Поступить в Национальный университет обороны, это наша военная академия, где получать военную магистратуру, военную докторантуру. Либо попробовать гражданские вузы. Гражданские вузы, вот из всех более-менее Болашак подходил мне. Программа президентской стипендии был Болашак, потому что она позволяла оторваться от службы, отучиться и приехать опять на службу. Она более-менее подходила. И я вот попробовал поступить по Болашаку, посмотрел университеты, которые специализируются по моей тематике, подобрал профессоров, которые публикуются именно в моей сфере, которая мне интересна. Допустим, я не знаю, там, если условно какой-то ученик захочет поступить по экономике. Экономика обширное, да, понятие. Там, не знаю, там какое-то маленькое узкое направление экономики он должен уже для себя выбрать перед тем, как он подавать будет на магистратуру. И он должен уже будет подобрать себе профессора, который специализируется в его тематике. И вот у меня точно так же. Я подбирал профессоров. Почему Великобритания? Вот в Великобритании хорошее образование по гуманитарным, социальным наукам дают. У них очень хорошая база, у них такой вот хороший у них бэкграунд именно в качественных методах исследования. Они вот философски хорошо умеют
рассмотреть проблему. Вот. Поэтому выбор пал на Великобританию, и среди вузов уже Великобритании я выбирал более-менее, который подходит под мою специализацию. Вот безопасность, там, Ближний Восток, что соответствовало моему бэкграунду, моей службе, моей тематике, в которой я специализируюсь, и тематики профессоров, и специализации этого университета, этой кафедры, скажем так. То есть была такая хронологическая цепочка моего бэкграунда, моего интереса и университета. Это всегда должно быть в приоритете у всех студентов. Когда они выбирают себе вуз, он не должен быть просто хороший вуз, просто он топ-10. Хочу учиться в Гарварде, потому что он крутой. Нет, надо всегда посмотреть профессоров, посмотреть, что тебе интересно, что твоей стране нужно, и что вот этот intersection point, пересечение этого всего в одном вузе сошлось. Какие требования поставил университет, либо вот Центр международных программ «Болашак» для поступления в университет Бристола? Как я знаю, это топ-100, 150 университетов мира, один из сильных, Великобритании, да и вообще во всем мире. Какие требования они вам поставили? Возможно, по международным экзаменам, возможно, где-то документы, стаж работы нужен был. Ну, я поступал, наверное, по льготе госслужащего. Здесь больше вот эта часть сыграла. Я на тот момент был капитаном, уже довольно прослуживший, более 10 лет на тот период. Это сыграло свою роль и для Болашака, я думаю, и для вот экзаменационной комиссии, которая присуждала стипендию, президентскую стипендию Болашак. А для университета британского, вот здесь вот чуть-чуть разница есть между британскими вузами и американскими. В американские вузы сложнее поступить, легче учиться. Британские вузы, ну, по моему опыту, по моим каким-то наблюдениям, в британские вузы легче поступить, сложнее учиться. Потому что в Америке магистратура двухгодичная, и они вот прям с нуля всему обучают статистике там и так далее. У них такой более количественный метод анализа, больше у них используется. А в Великобритании это все равно год магистратура, сжата, и там больше от студента самого зависит. То есть там завалиться, не сдать и так далее больше. Суицидов очень много. В период, когда я учился в университете Бристоль в Великобритании, Бристоль, это был 2018-2019 год, он занял первое место по суицидам среди постградуэт, после вузовского, в направлении после вузовского образования, то есть магистрантов, докторантов. Первое место в Великобритании по суицидам. То есть довольно сложно учиться, довольно так депрессниково, я бы сказал бы, учиться в Великобритании. В Америке полегче, но в Америку сложнее поступить. В Америке требования надо сдать GRE, если это на MBA, это надо сдать GMAT. Это довольно сложные экзамены, ну, конечно, без подготовки их сдать очень сложно. К ним надо готовиться, там есть математика, логика, там какие-то задачи надо решать такие на смекалку. И вот как-то так. А в Великобританию достаточно было набрать там IELTS хороший, 7, 7,5, и рекомендательные письма, в принципе, какой-нибудь бэкграунд показать, заинтересованность. В принципе, берут. Вот в Великобритании как-то легче берут. Просто надо какие-то маленькие требования пройти, и, в принципе, берут. А в американские вузы прям поступить надо. Но, опять же, там чуть легче. Ну, я так понял, что там чуть легче учиться, чем в английских вузах. Если мы будем сравнивать, вот именно вы поступали с 2010 до 2015 года примерно для магистратуры, и в то время английский язык был не в стадии развития, прям не в тренде. И как вы подготовились к английскому языку, либо вам посоветовал кто-то, либо как-то помогли вам книжками, и как вы подготовились к IELTS самому? Да, действительно, я вот заметил, это мой 4-й год преподавания в университете, в целом преподавания после вот службы. Я заметил, что современная молодежь вот, фантастические результаты показывает по IELTS. То есть сдать 7,5, 7 IELTS в мое время, вот 2005-2006 годы, это была фантастика. Мы говорили об IELTS там 5, 6, мы не слышали о людях, кто сдавал IELTS 7, реально это было единичные случаи. Ну, я сейчас смотрю, даже 8 сдают, 8,5. Это вообще нормально. Действительно, в наши
когда сложнее было, я помню, вот я еще с военного института поступал в Вест-Пойнт. У нас была квота в американские вузы поступить и приехать службу продолжить. Вот тогда я сдавал SAT и сдавал TOEFL. Вот к TOEFL я готовился еще по аудиокассетам, по книгам, по аудиокассетам, я находил их, потом CD-диски там на компьютере, вот это был какой-то другой левел для меня, на CD-дисках, на компьютере TOEFL. Было сложно, книги мы это выпрашивали, где-то ходили у КБТУшников, у Сулеймана Демирель университета студентов, там, у кого есть SAT, Булашак, кто поступал, остались. По этим книгам брали там их, умоляли, готовились по ним. Ну вот как-то так, я здесь думаю, очень важно желание, и вот надо всегда уметь видеть себя, вот ты вот пройдешь этот путь и каким ты видишь, то есть в конце, да, вот этот триумф, надо всегда видеть свой триумф, вот это, как ты будешь радоваться, когда достигнешь эту цель. Даже вот, по-моему, у Арнольда Шварценеггера я слышал, он когда качался, он всегда представлял свою фигуру, какая она будет у него красивая. И там, я не знаю, там, футболисты часто говорят, надо уметь представить, как ты красиво гол забьешь. Так здесь надо уметь представить, как ты пройдешь этот путь и достигнешь своей цели. И здесь же очень важен процесс сам. А процесс, он тебе будет доставлять удовольствие, если ты будешь вот думать о вот этой реализации вот этой цели. И как-то у меня как-то получилось на изи, на чили, да, вашим сленгом выражаясь. Готовиться, это мне приносило какое-то удовольствие, я смотрел разные университеты. Тут одна из мотиваций поступить за рубеж, тоже, может, чуть-чуть off-topic, я брал курсы на Coursera, Mass Online Open Courses, MOOC, да, Coursera, и Future Learn еще была такая платформа, сейчас до сих пор она есть. Я вот там брал разные лекции, вот один из курсов, который сильно запомнился, это King's College London, у них один курс был по War Studies, по изучению войны. У них очень старая кафедра по изучению войны. Я посмотрел, вот я прошел курс лекций, там получил сертификат, экзамены там сдал. Там были дискуссии с участниками, мы разговаривали о терроризме, о войнах, я принимал участие, мне кто-то комментировал. И это такое удовольствие мне доставляет. Это 2013 год, это вот первый раз, когда меня заразило, вот именно вот захотеть стать частью вот этой международной тусовки, если так грубо можно выразиться, ученых, кто что про это говорит. Вот когда вот я студентам, мы когда говорим, literature review надо сделать для диссертации, да, для дипломной работы. Вот literature review — это попасть в эту международную тусовку, кто что про это сказал. И вот первое мое вот попадание в эту тусовку, про тематику, когда обсуждают, это вот были вот эти курсы, там у меня вот такой аппетит проснулся учиться. А знание английского языка, конечно же, тоже хочу отметить. У меня хороший бэкграунд был, я выпускник Belém Innovation School, раньше Казахско-турецкий лицей назывались. У нас учеба была на английском языке, математика, физика, химия, биология. Вот биология очень сложно давалась на английском языке. У нас были на английском языке с большим количеством уроков английского языка в целом. Вот, и какая-то хорошая база у меня была. Где-то я поднажал. Но у меня ридинг хорошо выходил, а остальные мне вот спикинг и райтинг слабо давался, потому что книги я читал, как бы, понимал, но вот это красиво писать академическое эссе чуть не давалось мне. Ну, вот как-то я прошел, вот как-то собрался, смотивировался с какой-то базой. Но это не значит, что для современных школьников, кто не закончил элитную школу, там, не знаю, там, ну, я КТЛ не считаю элитной школой, я считаю ее очень хорошей школой, но вот я не хочу это слово элитное приписывать туда, потому что там действительно учились очень простые дети. И она госшкола на самом деле, она на госфинансировании. То есть сколько платят одной средней школы, столько, по-моему, КТЛ получает, потому что у нас залатанные окна были с плохим санузлом, там, с плохим обеспечением. Вот. Но сейчас действительно мир поменялся. Сейчас вот у меня студентка Тамирис Отеш, наверное, ты ее помнишь. Да. Девочка с Улутау, с поселка Улутау. Кто знает, вот Улутауская область, это поселок городского типа, поселок, это же не город.
То есть она IELTS сдала на 7,5. Я вот у нее спросил, вот, Тамирис, как? Вот ты 11 классов там закончил. Ну, у нас был интернет. Вот по интернету вот, я вот сама старалась и выучила английский язык. То есть и много других студентов, я смотрю, с простых школ, ну, со средней, не с простых школ, со средних школ, сори. Я не хочу здесь какие-то простые, элитарные как-то делить. Со средних школ, ну, с желанием пробиваются. То есть сейчас доступность высокая выучить английский язык. Вот Зире у меня с Жезказгана тоже студентка. Она тоже молодец. У нее очень хороший, очень высокий уровень английского языка. Она со средней школы молодец. То есть, наверное, технологии как-то уравнивают какие-то там, в кавычках, там, опять же, крутые школы и средние школы там, да, как-то уравнивают, мне кажется, теперь вот с доступом в интернет. И в поселках дети имеют доступ к каким-то образовательным платформам, и вот эта доступность, она как-то уравнивает все школы. Я так думаю, поэтому надо дерзать, стараться. Может, просто в таких случаях, может, просто кто-то должен больше стараться, наверное. Да, на самом деле, ну, все наши мысли материализуются, все это выполнится. Хотел сказать, что в 2020 году, когда я тоже поступал в КСГЮ, и я в 11 классе тоже в январе хотел сдать IELTS. Но не из-за того, что я в зарубежные университеты захотел поступить, потому что я про них не знал. Я хотел ИНТ сдать, просто на 50 баллов, сдав на 6 баллов. Но сдал на 6,5, подготовившись, было много пробных тестов, можно, столько сайтов открыли, именно, да, интернет, социальные сети открыли доступность, чтобы разровнять вот именно ниш школы и обычные гимназии, лицеи в обычных городах, деревнях. И я думаю, даже в марте сдал IELTS, через 2 недели пришли результаты, и потом мне говорят, я мог поступить на самом с этими баллами куда-то в другие страны. И я только после сдав этот IELTS начал уже мысли появляться, мечтать, что я хочу отучиться на самом деле в других университетах, зарубежных. И КСГЮ, я думаю, дал мне шанс, что академическая мобильность, по Erasmus'у поступить и университет Болоньи отучиться. И даже вот в периоде, когда я обучался в 2022 году в Болонском университете, я увидел очень много студентов из назарбаевских школ. И когда я спрашивал такую мини-статистику проводить, нету из обычных школ просто школьников. К сожалению. Вот. К сожалению. И я начал сравнивать, а почему это? И они мне сказали, что в 11 классе их начинают готовить упорно к IELTS. Им начинают сами преподаватели говорить, после 12 класса вы можете поступить. Поступайте в гонконгские, Европейского союза университеты. И я в то время начал задумываться, а почему обычные школьники также могут поступить, но у них нет осведомленности. И из-за чего это происходит? Много таких вопросов начало появляться внутри меня. И я тоже эту систему, такой же системе и вырос. Хотя даже вот Турция предоставляет Турке бурсулары. Столько студентов могут, школьников податься с IELTS и без IELTS. Европейский Союз, столько грантов есть. Например, Италия предоставляет DSU гранты, которые для тех людей, которые не могут оплатить обучение, они могут предоставлять эти гранты без условий. Очень классные условия, что стипендия в 11 тысяч евро в год. Очень классно сделано. Великобритания тоже предоставляет это, вот Чивнинг, остальные тоже. Я думаю, это просто неосведомленность обычных школ, что они просто говорят, сдавать ИНТ, местные университеты и идти работать. Все вот эти вот стереотипы, они создаются. И хочется спросить у вас, как студентам вот узнать, что можно было бы изменить именно в школах, чтобы школьники знали хотя бы про это? Ну вот, хороший вопрос, Даниэр. Здесь надо понимать, что школьники, они дети еще, они вот не до конца дееспособны, да, поэтому у них есть родители, опека, да. Школа на самом деле должна работать как треугольник. Это ученик, школа, да, вот классный руководитель, администрация, да, преподаватели, учителя и родители. Вот этот треугольник должен быть. То есть здесь какая-то ответственность и на родителях, какая ответственность и на детях, какая-то ответственность и на школе есть. Здесь вот, если мы будем говорить о госполитике, да, чтобы школы как-то поощряли поступление, да, за рубеж или как-то вот проводили разъяснительную работу, это, наверное, очень сложно.
Мне кажется, в наших реалиях сложно все повесить на государство. Я вот это хочу сказать. Однозначно можно какие-то программы написать красивые, но они выполняться не будут. Вот хорошая традиция у инновации школ, у них выпускники их лицеев, кто учился за рубежом, кто какого-то успеха достиг, они приезжают в свои школы и рассказывают, делятся своим успехом. Вот этот алумный клуб каких-то выпускников, талантливых, успешных, если касательно образования, я думаю, он должен существовать. Он должен существовать не только там, опять же, там, у каких-то школ, он должен существовать у всех. И школы вот должны поощрять это. Например, вы выпускник какой школы? Третьей школы? Школа-лицей. Города Усть-Каменогорска, да? Вот почему вам не начать, не открыть страничку? Встреча выпускников не посиделки какие-то, выпивки, а встреча выпускников, встреча с 10-11-классниками. Почему вам не рассказать про Erasmus? Почему вам не рассказать про программы существующие? Вот в ваших руках вот выпускники, успешные выпускники школ приезжают и разговаривают с 10-11-классниками. Вот это колоссальное, вы колоссальное им время сэкономите, понимание дадите, заразите их, а вот как вампир укусите, и это прорастет в них, да, вот семя. Посадите, оно будет прорастать. Еще в международных университетах, там, которые там топ-200, топ-300, они свой рейтинг держат за счет иностранных студентов. То есть, если у них мало иностранных студентов, их рейтинг падает. То есть, они заинтересованы в этих иностранных студентах. Если это тем более одаренные студенты с хорошими баллами, с хорошим потенциалом, они очень заинтересованы их брать. Поэтому действительно такие возможности не только у, опять же, каких-то привилегированных школ, а у всех школ, у всех школьников, да. Но здесь родители, понятно, да, где-то загружено, где-то не успеют, где-то у всех родители разные. Я думаю, что самый лучший вариант решения – это создавать клуб выпускников. Клуб выпускников там, не просто пиариться, а реально приходить студентам и школьникам рассказывать про университеты постоянно. Вот мне повезло, к нам приходили старшеклассники, которые уже учились, выпустились, они приезжали, рассказывали. Они вот первое, что я услышал, это Work and Travel, как они съездили там. Потом про Балашах услышал, потом еще какие-то программы. Они приходили, рассказывали там про казну, про Евразию. Тогда интернета не было. Был интернет, тогда социальных сетей. Тогда у нас смартфонов не было, у нас телефонов не было, как таковых сотовых, редко у кого. И мы как-то от них узнавали. И вот эту работу надо проводить. И я думаю, это решение. Клуб выпускников, который будет рассказывать про гранты, про свой опыт, про возможности и так далее. На самом деле классная идея. И кто посмотрит, я думаю, тоже возьмут себе на заметку. Потому что и подкаст создан для того, чтобы мы развивались. Именно молодежь наша развивалась. Все, кто посмотрят, я думаю, мы тоже заразим им обучением за границей. Потому что много возможностей дает именно обучение за границей. Когда я обучался в университете Болонии, много чего мне дало, что обучение на самом деле может быть легким, потому что в университете Болонии сдавался только один экзамен, это final exam. И я мог не ходить туда, вообще на пары мог не ходить. Как нам преподаватели подходили и говорили, профессора, они говорили, вы учитесь для себя. Я объясняю для кого-то, для лекций, аудитории, а кто послушает меня, им это надо, значит. Но на финальном экзамене я буду уже перед вами смеяться. Все, что это от них было сказано. Но я ходил, потому что я понимал, что это для меня, для моих знаний. Я, обучаясь, например, в Болонском университете, мое мышление поменялось кардинально. И вы можете рассказать про свой опыт, как кардинально поменялось ваше мышление, в какую сторону вы пошли, и вам как-то Бристольский университет помог в развитии по приезду в Казахстан. Потом вы как-то развивали секторы, сферы уже казахстанское образование. Первое, что мне сильно понравилось в английских университетах, это академическая честность. Вот мы часто упускаем этот момент, там, ethics, мы там видим, там, этика там, того-то, мы как-то не обращаем внимания. Но этика очень важна.
Часто мы какие-то пытаемся результаты уже для себя в голове сформированные подогнать все аргументы, всю информацию под свои уже готовые результаты. Но академические исследования так не делаются. Там есть вот гипотеза, есть вот работа с источниками. Мне вот это понравилось, академическая беспристрастность. Нельзя никогда никакую сторону занимать. Нужно всегда проанализировать любую ситуацию беспристрастно. И вот эта высокая этика, беспристрастность, именно академический взгляд, академические исследования, они на самом деле пленили меня. Я уже не смог быть прежним Мином. Я понимал, что много той информации, которая у меня есть в голове, и та структура, которая у меня есть в голове, нужно подвергать сомнению. Потому что насколько достоверны были те источники, на которых сформировалась структура моего мышления. И вот Академия мне с этим очень помогла. И вот это, наверное, основное. И я начал как-то вот, если нету каких-то академических исследований по какой-то конкретной тематике, я ставлю там вопрос. Я не знаю, я сразу говорю, вот здесь надо посмотреть, кто из профессоров какое исследование провел. Для меня стало это очень важно. Я больше не покупаюсь на, там, не знаю, от мнения блогеров до журналистов и каких-то публицистов. Даже пусть будет это какой-то авторитетный публицист. Даже это может быть профессор, который просто для публицистики что-то написал. Нет. Если это не его академическое исследование, я это не принимаю. Потому что работа с архивами, с теориями, быть опять же вот этой частью международной тусовки, вот этой literature review, кто что про это сказал. Нет, я вот это не принимаю. И вот это повлияло, наверное, на мою этику тоже, на мою беспристрастность. Я думаю, я вырос вот именно в этом плане. И я очень благодарен этому университету. У нас там была профессор Сюзанна, я забыл, как ее фамилия. Она вот дважды судимая за акцию поддержки, например, Палестины еще в те года. Ее 2 раза судили, у нее 2 административки. Вот такие профессора у нас. Были там, не знаю, разные были профессора, у которых есть свои принципы. Вот они верят в это, они знают, они там были, и они всю жизнь свою этому посвящают. То есть у них вот их принципиальность, честность, беспристрастность, их этика меня пленила. Я в каком-то смысле стараюсь подражать им, стараюсь быть как они. Вот, как, не то, что не сотвори себе идола, конечно, но я вдохновлен их примером, вот, можно так сказать. Да, на самом деле, тоже получаю опыт. В Болонском университете я тоже был, прям мне было интересно академической честности, потому что проведение финального экзамена не было, как в наших, вот в Казахстане, в университетах, где была проверка прокторингом или еще какой-то системой. А там просто говорят, приносите свой ноутбук, мы вам открываем сайт, и вы пишете свой финальный экзамен. И вот была такая атмосфера, что никто никак не списывал. Все были уверены, что я подготовился, я не зря эти полгода учился, и я сдам сам. И мне было интересно, как это все сделано. И как-то надежду даже меня давало, что такие студенты, возможно, и станут умными, они начнут добиваться сами, не полагаясь на какие-то вот схемы изощренные, там, я оттуда заберу, оттуда шпаргалки использовать. Академическая честность очень классная вот именно в зарубежных университетах. И очень простая. Они никого насильно, ничего не делают. Но они просто говорят, это ваши знания. Мы не можем насильно вам вбить эти знания. Болонский университет много чего вот именно дал. И да, вот источники. У меня был Джорджини, один из профессоров по реализму, политической философии. И когда я с ним проводил 10-11 страничную вот именно book review, либо какое-то эссе, я сравнительный анализ сделал 2 книг, Фукидида и Макиавелли. И я тоже отталкивался от каких-то экспертов. И он мне говорил, а вы точно уверены, что этот эксперт не имеет своего вот воображения, либо он к чему-то вот уверен, он отталкивается от какой-то одной теории, а вы следуете этой теории? И он мне говорил, и я тоже начал сомневаться, что, а правильно ли он говорит с этой точки зрения. И на самом деле даже есть слова, что гении, они сомневаются в своих знаниях всегда. Нету того, что
я уверен, я знаю это все. Я все знаю в этом мире. Ну вот как Карл Поппер, да, великий этот ученый 20 века, как он говорил, любая гипотеза, любая теория, да, falsifiable, она должна подвергаться каким-то сомнениям, да, тестированию. Знаете же, да, его историю? Да. Он утверждал, что лебеди бывают только белые, потому что он не видел черных лебедей никогда. И он это как-то зафиксировал, что вот все лебеди белые. Но однажды он встретил черного лебедя. И вот его как бы условно, его вот эта гипотеза, что все лебеди белые, она рухнула. Поэтому он вот это ввел понятие в науку, что любая гипотеза, теория, она falsifiable, она как бы может быть опровергнута. Всегда вот это нужно оставить. То есть всегда сомневаться, что это последнее мнение, инстанция, крайняя инстанция правды, да, допустим. Да, и когда вы преподавали нам лекции, именно предметы, и вы показывали нам один пример, это слона. И вы нам предоставляли этот пример и говорили, вот вы видите слона, и какую из частей вы выберете? Кто-то выбирал хвост, кто-то выбирал глаза. И вы нам реально, вот на самом деле сказали, что люди видят с одной точки зрения, а возможно вы видите с другой точки зрения. И нет какой-то единой правды, ясности в каких-то действиях, либо примерах. И я думаю, в международных отношениях, где вы нас обучали, это самое главное, сомневаться и не быть вот уверенным, что эта точка зрения только одна правильная. Да, да, абсолютно. Это очень важно. Ну, это старая притча, да, или как? Интерпретация именно. Пример вот этот, когда несколько слепым людям попросили описать, что они потрогали. Эти с завязанными глазами люди были, и они трогали слона, получается. И кто до чего дотронулся, тот и это описал. И они начали с друг другом спорить. Один начал говорить, нет, у него большие уши. Второй начал говорить, нет, у него там то-то, 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 у него там хвост, у него то-то, это-то. Они начали расходиться во мнениях. И каждый по-своему был прав, но вот целостность слона они так и не увидели, да, как бы, и поэтому не поняли, что они трогают слона. И по своим ощущениям они описали. И вот в исследованиях, в академии, очень важно, что ты просто, опять же, вот ты какую-то маленькую часть описываешь. Вот что ты провел большущее исследование, и ты что-то маленькое описал, и вот это что-то маленькое становится частью чего-то большого. И когда ты вот со всеми вот этими ознакомишься, у тебя вот более-менее какая-то картина формируется. И на самом деле вот на Западе, вот в Америке, в Англии, в Великобритании, в Западной группе, университеты, вот академическая честность, этика на высоком уровне. Вот даже по последним событиям в Газе, которые происходят, посмотрите, сколько протестов в Колумбийском университете, в Гарвардском университете. Президента Гарварда довели до отставки, потому что президент Гарварда поддерживал вот эти демонстрации, да, ну, не то, что не поддерживал, не запрещал, не вводил какие-то жесткие регулятивные какие-то меры. То есть там люди в этих университетах, профессора, они были против этой войны. Да? А их государственные чиновники, да, они за. Вот Великобритания, США, они одни из главных экспортеров вооружений, военной техники, финансовой поддержки и политической поддержки в ООН, да, если посмотрим заседание. Но их университеты нет, вот академия нет. Я сам был, вот, лично присутствовал на одной лекции Джефф Харпер. Там было очень много евреев, которые сидели и выступали за там, не знаю, урегулирование ситуации в Палестине. И вот это часть вот этой академического вот этого понимания мира. Но есть проблема маленькая на Западе. Есть же эта старая песня Black Eyed Peas. Can you practice what you preach? Вот то, что они preaching, то, что они преподают, чему они учат, они не всегда это practice, не всегда это делают. Но у них университеты, их уровень, их академическая честность, этика, гуманизм, вот такой общечеловеческий гуманизм на очень высоком уровне. Но их государство не всегда следует, чему они учат через свои университеты. Палестинский кризис, вот эта война в Газе, это показало, что это как бы два разных мира. Хотя они оттуда и выходят, да, эти госчиновники, но политика есть политика. Но вот эту истину, когда мы ищем,
университетов на Западе можно многому чему научиться. Вот этот пример со слоном один из таких концептуальных, философских примеров, вот как ищут правду и как иногда не понимают правду. Или когда одну маленькую часть правды выдают за полную правду, целостную правду и так далее. Хороший пример. Вы заговорили насчет политики, и я тоже студент международных отношений, поступал на эту специальность. И что вы можете посоветовать данным студентам, которые закончили международные отношения? Потому что я даже заканчивал в этом году бакалавриат. Честно говоря, не знал после этого, что делать, потому что Казгю меня научил подкованности к политике, потому что я интересуюсь, я люблю политику. А возможно, у нас, потому что международные отношения, это очень обширно. Мы захватываем очень много тем, но нет какой-то узконаправленности. И что вы можете посоветовать вот мне и студентам международных отношений? Потому что я думаю, как я, их тысячи, много очень студентов. Ну, во-первых, надо закончить магистратуру, потому что у студентов гуманитарных вузов, гуманитарного направления, социальных наук, вот магистратура это must have, надо заканчивать. Вот для инженеров, для айтишников бакалавра достаточно. Там, не знаю, для mechanical engineer, там, электрокар инженер, там, разные какие-то технические направления, им достаточно одного бакалавра. Сейчас даже айтишникам, дата-аналитикам, допустим, им даже высшего образования не надо. Они могут и так вот после школы натаскаться на курсах и программировать, допустим. Да? Но для гуманитариев нужна магистратура. Это самый минимум. Да, PhD это большой шаг, докторантура. Там надо прийти к этому. Хочешь ли ты быть исследователем? Потому что PhD вот, и там, пойти на госслужбу, там, какой смысл, не знаю. PhD это больше вот, быть исследователем, больше публиковаться, преподавать и так далее. А вот магистратура для хорошей карьеры нужна, она обязательна. И вот на магистратуре обычно аярщики и специализируются. Вот они пишут диссертацию глубоко, какие-то узконаправленные предметы берут по своей тематике и какую-то специализацию получают. Допустим, я получил специализацию по Ближнему Востоку. Я вот изучал, диссертацию написал, и у меня была уже как бы визитная карточка. Я специалист по Ближнему Востоку. Я год проработал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте в отделе международной безопасности. Хороший опыт, тоже, опять же, бэкграунд, магистратура зарубежная, знание языков сыграло роль, чтобы меня туда взяли на работу. Что я пожелаю аярщикам, международникам, которые выпускаются? Обязательно сделайте магистратуру. Английский язык на уровне IELTS 7.0 это обязательно. Это входные требования. Это потом желательно зарубежную магистратуру. И Нетворкинг. нетворкинг, это само собой, да. И важно очень попробовать себя в студенческие годы в разных направлениях и посмотреть, что ближе. Допустим, кому-то вот дипломатия ближе, может быть, там вот госслужба, расти в МИДе, кому-то нет. Вот, аналитика можно быть. Вот в KC пример, там, я не знаю. Paper Lab у нас есть. При каждом министерстве у нас есть научно-исследовательские институты, какие-то маленькие такие think-танки. И МЭП есть. У нас много развивается. И самое главное, на самом деле, это вот тоже такое было исследование, и такие результаты вот исследований хороших показывают, что на самом деле вот студенты, когда выпускаются, они сами и формируют рынок. То есть, когда ты выпускаешься качественным аярщиком, качественным международником, когда ты душой и телом международник, да, ты сам и будешь формировать этот рынок. Это результаты исследований. То есть наша задача как университета выпустить качественных аярщиков, а вот вы уже создадите вот этот рынок. Я не знаю там. И вот я знаю одного парня, он без связи, без никого, без ничего, но он хорошо карьеру себе сделал. Он аярщик, он прям так и подписал у себя на странице. Ильданис Гусейнов. Вот можете подписаться там в телеграм-канале. Ну, подписан, да. Вот, интересный парень. Он здесь был у нас в гостях в Казгю. Он прям подписался до мозга и костей, аярщик, да, он как-то так подписался. Да. Он открыл телеграм-канал, публиковал в LinkedIn, там, то его заметили, он карьеру себе сделал, его приглашают. Он крутой чувак, на сколько он, на лет
10-15 младше меня, может где-то известнее меня. Вот он сделал карьеру. То есть, если вы хороший специалист, если вам есть что сказать по международным отношениям, по политологии, вы должны это говорить, и вы будете сами формировать вот этот рынок труда. Вот это железобетонно. Какие-то такие базовые требования, да, это, как я еще раз повторюсь, магистратура, английский язык обязательно, ну и желательно какой-то еще один иностранный язык иметь. Опыт в международных организациях очень ценный. Там, ООН поработать, какой-то там internship взять, ОБСЕ поработать, какой-то internship взять. Он тоже очень ценный. Он в ваше портфолио придает красочность, силу, то, что вы поработали в международных организациях. У вас владеете деловым этикетом, умеете коммуницировать, переписку вести деловую. Этому всему обучают, это все на высоком уровне в международных организациях, поэтому это очень ценно. Как школьникам можно подготовиться именно к международным экзаменам, если нету ресурсов, либо как можно вот все скомбинировать, чтобы они смогли повысили свои шансы поступления в университеты за границей? Именно школьники с 10-11 класса. Вот всегда очень много зависит. Опять, если это школьник, там есть роль родителей, там есть роль школы, но и там есть роль ученика. Я не могу как-то сетовать на родителей, потому что действительно разные родители бывают. Я никого не могу там обвинять. Я не знаю, там в разные годы там разное такое положение было и в моей семье. Я вот знаю пример, мне рассказал парень, он выпускник Назарбаев университета, моего друга, брат родной, двоюродный, по-моему, братишка. Как-то разговорили с ним. В общем, он закончил вот наш Жезказганский КТЛ, поступил в Назарбаев университет. Его отчислили оттуда за неуспеваемость. Он приехал в Жезказган и решил чуть-чуть подработать, преподавал математику, сам математик. И вот к нему приходили разные дети, и вот в маленьком Жезказгане есть дети, которые приходят и не знают, допустим, о существовании там Казахско-турецкого лицея, допустим, что он есть, что это хорошая школа. Они не знают, допустим. То есть и когда он спросил, вот там одна девочка была, вот какие твои цели, зачем ты пришла, как, где твоя мама? Мама, отца нет, мама с мамой тоже какие-то проблемы. По-моему, злоупотребляла алкоголем мать. Без отца мать злоупотребляла алкоголем. Девочка подрабатывала где-то, зарабатывала деньги какие-то и платила репетитору по математике, чтобы потянуть математику, чтобы в какой-то университет поступить. И он, вот интересно, он что прочувствовал? Он думал, что он такой красавчик, он поступил в турецкий лицей, он поступил в Назарбаев университет, но потом он вот обратно шагая, смотря на эту девочку, понимает, у него были родители, которые ему сказали, ты поступишь в этот белиминовацию школу, мы тебя будем готовить, ты поступишь туда, а еще есть Назарбаев университет крутой, ты поступишь туда, мы тебе поможем. Он понимал, что определенный залог успеха, есть такое понятие, take it as a granted, да? Take it for the granted, да, или как говорится, то есть ты как по умолчанию это берешь, даже не понимаешь, какая это ценность. Он понял ценность всего, что у него было, на самом деле, что это не он такой крутой, а там большую роль сыграла его школа и его родители. А вот как раз таки он зафакапил, да, там он потерял учебу. Он берется за ум, поступает еще раз, благополучно заканчивает, эта девочка его вдохновляет, и он очень вдохновился вот развивать образование в регионах. Вот если это какие-то, не будут вот какие-то успешные люди, какие-то фонды, кто будет ходить, разговаривать, просвещать, то туда очень много детей, которые просто не будут осведомлены об этом. И наша задача, да, вот говорить, ездить, вот, объяснять, рассказывать. И, ну, опять же, вот в эпоху интернета, да, мы всегда говорим, но если ты на какой-то определенный контент подписан, иногда человек даже не понимает о существовании таких возможностей. И да, это надо, вот, опять же, повторюсь, это нам надо про это рассказывать, нам надо ездить в регионы, нам нужно иметь с ними связь, нужно это пропагандировать как-то, и это все какими-то социальными сетями, наверное, не закончится, это надо ездить вот прям ногами и вот прям в лицо смотреть и говорить. Вот я такой же
Так как и ты, я такую же школу закончил, вот за этой партой сидел. Вот у меня получилось в Италии отучиться по Erasmus, а вот Erasmus такая программа, то-то, то-то. Надо говорить им. Даже многие даже не знают о существовании вообще других университетов, других возможностей. Там, и нужно это ходить, делать, и все оставлять на государство, на родителей сложно. У каждого разный бэкграунд у родителей, поэтому я не помню, как это, вот у Гоголя, по-моему, он про одну социальную группу, ну, такую неблагополучную говорил, мы виноваты их судить, да, как бы. Какая-то доля ответственности, я думаю, и на нас есть, мы должны вот говорить, ходить, рассказывать и просвещать, да, вот сами, лично ходить, разговаривать. По-другому чуть сложно будет, по-другому там что-то предлагать государству, что-то говорить родителям сложно. Надо вот, если мы знаем, мы прошли, мы должны этим поделиться. И теперь, если сравнительно взять, местные университеты Казахстана, это Казгю, возможно, Назарбаевский университет, ЕНУ, КИМЭП, КБТУ. И какая разница вот этих университетов от зарубежных университетов, которые попадают в списки с топ-100 университетов мира, которые уже показывают результатами, что они уверены в своем обучении и образовании, что они выдают. И Казахстан, который не попадает в списки, в чем разница их в таких университетах? Ну, наши казахстанские вузы, ну не все, но вот, которые вы перечислили, они вот, по части тичингу, то есть давать вот бакалавр, магистратуру, что такое больше как тичинг, они, я думаю, на международном уровне, примерно плюс-минус одно и то же. Мы отстаем в исследованиях. Вот у нас нету ресерча. Ну, у нас единственный такой ресерч-университет, такой исследовательский, это Назарбаев университет, которые хотят там сократить финансирование и так далее, там чуть ли не закрыть его, урезать ему много что. С чем я категорически не согласен. Единственный университет, который попал в топ-500, да, или топ-600. Да. Вот, потому что там есть исследования. Там, когда вот в Turnitin, когда грузишь какую-то работу, там вот часто выходит совпадение с Назарбаев университетом. А других университетов мы не видим, да? Потому что исследований мало. Вот. Это главное отличие. Потом, почему мы рейтинг не можем взять? Эти исследования, они не могут быть только, ну, в Казахстане долю вот этого исследований Евразийский университет и казну забирает имени Аль-Фараби. На другие университеты у них, я не могу как-то прокомментировать, но вот эти университеты не становятся частью международной вот этого исследовательской тусовки опять. И нужна доля бизнеса здесь тоже, чтобы и бизнес, какие-то крупные корпорации, и университет умели заказывать какие-то исследования. Вот на Западе это так работает. Там, не знаю, Рейтон может заказать MIT какой-то там проект, допустим. Не может, а и так заказывает там каким-то другим университетам. Калтех, вот НАСА, допустим, это космическая организация, да, американская. Она работает с Калтехом, California Technology University, да, Калтех называется. Илон Маск, который закончил. Она с ним плотно работает. И заказы, исследования и так далее. Но у нас, чтобы вот так какие-то учреждения работали с университетами, мало, очень мало. Даже Назарбаев университет. Больше нужно. И у нас чуть-чуть как-то по-другому. У нас уже есть Академия наук, есть научно-исследовательские институты отдельные, их очень много. Вот это для меня вообще темный лес, я не понимаю. Потому что на Западе такого, ну, там какой-то другой формат этого. И вот это чуть для меня непонятно. Они как-то в своем соку варятся. Один человек пришел, всю жизнь какое-то исследование делает. Для кого, для чего, сложновато. Ну, может, они и делают большую работу, но я не знаю. Вот, и общество не знает. Я думаю, по части бакалавра и магистратуры вот, мы на уровне. Ну, опять же, мы это вот. Назарбаев университет, он номер 1 в Казахстане, там, ему там пока равных нет. Второе место, наверное, КИМЭП, Казгю, Максут Нарикбаев университет, наш университет, наверное, делит с КИМЭПом. Потом третье место, наверное, я там дал бы Сулейман Демирель университет, Нархоз, КБТУ. Ну и, может быть, где-то мы все пятером где-то в одной когорте. И все остальные вузы для меня.
Сори, я там не хочу никого обидеть. Есть все остальные вузы. И даже вот не в обиду никому, даже вот у меня в КИСИ там многие коллеги, они отмечают, сразу говорят, вот, выпускников, ну, практикантов с Максута Нарикпаев университета, они даже вот отдают какой-то приоритет, нежели своему альма-матеру, допустим, своим университетам. Мне, конечно, отрадно, очень приятно, но то есть есть вот эти вузы и все остальные вузы, да, как-то так и по вот офис карьеры это может подтвердить, Big Four как работает с нашими выпускниками и другие организации. Да, тоже можно заметить, что Нобелевскую премию получают только вот эти университеты, гарвардские университеты, лауреаты. Они появляются только оттуда, именно Массачусетский технологический университет. И все заказы от Microsoft, Google тоже идут в зарубежные университеты. И я думаю, это их развивает еще сильнее. А что я заметил в Казахстане, даже я, когда начинаю писать статью, меня поддерживают профессора, а дальше я не понимаю, что делать. Потому что академически куда-то отправлять журналы меня может научить только профессор. А куда дальше? Если я уйду с университета, как дальше, что делать? Да, тоже было непонятно с этим. И, возможно, Казахстан не поддерживает вот эту вот именно связь в стороне, вот академической сфере. Нет какого-то объединения, что давайте это все развивать, будем молодежь развивать. Либо бизнесы как-то заказы делать, предоставлять. Здесь, видишь, Данияр, очень сложно по части того, что когда ты делишь ресурсы финансирования кому-то, это же мы говорим о десятке миллиардов, наверное. То есть там какие-то гранты выигрывают 200-300 миллионов на исследования. Ты забираешь чей-то хлеб. Когда ты чей-то хлеб забираешь, ты создаешь социальный резонанс. Вот ты сейчас попробуй закрыть там научно-исследовательские институты. Это сколько академиков, там, не знаю, 500 тысяч их. Это социальный резонанс. Ты оставил людей там, с академическим бэкграундом, с такими публикациями, без работы. Они же будут создавать социальный резонанс. И вот, нужна какая-то сильная рука, кто там сделает там как-то революционно, допустим, изменит это все. Но пока в государстве у нас по части госполитики очень сильно боятся социального резонанса. Поэтому каких-то резких действий, вот, навести порядок, это кажется, что так, навести порядок. А для кого-то ты просто заберешь хлеб, для кого-то ты чью-то жизнь разрушишь. Поэтому там гигантская работа. Я даже не знаю, как это можно все решить. Но однозначно так, как идет, не пойдет. И вот частные вузы, они вот забирают эту долю, показывают, как надо управлять университетом. Тот же самый КИМЭП, тот же самый вот Максут Нарикпаев университет. Они по части вот менеджмента, мне кажется, передовики. И в какой-то момент, может, этот опыт будет перениматься, и эта ситуация будет меняться в университетах. Вот. Исследование — это очень сложная тема. То есть, опять же, по части бакалавра, вот в этих университетах мы, в принципе, такие же знания можем и получить и за рубежом, и здесь. Плюс-минус. Вот плюс-минус. А по части исследования, то есть я хочу сказать, вот PhD, докторантуру надо делать за границей. Вот, ну, там, если не Назарбаев университет, если это там не такая особенная специальность, как, например, юридическая специальность, да, допустим, вот, юриспруденцию закончить по англосаксонскому праву, допустим, здесь чуть-чуть неприменимо, да, другой контекст может быть, что там, поэтому юриспруденцию все-таки как бы надо делать в местном контенте, плюс-минус, ну, как бы здесь нормально сделать. А вот по части там всех других остальных наук надо делать, докторантуру надо делать за границей. Я вот очень рекомендовал бы студентам сделать бакалавр, магистратуру можно здесь, но PhD надо делать за границей. Но PhD — это большой шаг. Сделать PhD и пойти на госслужбу — это глупость. PhD-шник, его место быть преподавателем в университете, профессором, преподавать, исследовать. PhD нужно для этого, вот, в первую очередь. Ну, я не глупость, я иногда говорю, ну, я просто не понимаю, да, не хочу кого-то обидеть, но сделать PhD, допустим, там, в хорошем университете за границей и не преподавать, не исследовать, не совсем правильно. Я не понимаю, по крайней мере. Да, и если уже выводя итог,
На самом деле школьники, молодежь Казахстана, у них есть много возможностей. На самом деле этот весь мир открыл им эти возможности именно способом социальных сетей и интернета. Что на данный момент можно податься онлайн в другие университеты зарубежные. Мы можем получить много возможностей. Школьники 10-11 класса могут также подготовиться к международным экзаменам, как я готовился. Например, используя пробные тесты, дополнительно изучая грамматику, вокабуляр. Все очень классно сделано с доступом интернета. И все бесплатно. Не нужно тратиться за репетиторов. Если есть большое желание, можно всему научиться. Это лично я так считаю. Можно научиться и английскому языку, и другим языкам иностранным. И какой вы, возможно, совет сможете дать именно школьникам, вот, которые изъявили желание, я хочу обучаться за границей, но на данный момент не имеют должной информации. Вот именно. И как они не знают, как поступить правильно. Ну вот по части желания, да, вот по части желания, вот детей все-таки, школьников, надо уметь зажигать. И опять же вернусь, потому что у одного есть желание, у второго вообще даже не понимает. И иногда дети думают, что я недостоин этого, у меня не получится. Хотя образование это не богатство. Вот образование, если у тебя прям психологических отклонений нету, любой человек в любом возрасте может стать образованным. Это вот образование именно такая вещь. Вот разбогатеть нету формулы, а стать умным человеком есть формула. Иди, читай книги, развивайся, разговаривай, попадай в хорошую среду и так далее. Стремись, учись, у тебя все получится. Это вот железобетон. Но вот это объяснить бывает сложно школьникам. Но по части, кто понял это и стремится, то да, много подкастов. И надо смотреть не только на русском языке, не только на казахском языке. Посмотреть надо на английский, вот надо поднатаскаться. Вот. Английский язык, он дает возможность, и, не знаю, почти вот всего коснуться. И даже вот по части религии взять, допустим, если взять там, какую-то исламскую религию, да, ислам возьмем. Если человек захочет изучить религию ислам, ему легче будет ее изучить на английском языке. Это вот фантастика, да, может быть. И там 100 лет тому назад надо было выучить арабский язык, там надо было выучить там таджвид, храт, там надо было там столько слов выучить, чтобы какие-то тексты каких-то ученых понимать. Сейчас легче на английском языке. Все переведено, все доступно, все есть. И если ты даже вот, то есть казалось бы, то, что несопоставимо ты хочешь вот выучить, тебе тоже английский язык нужен. Даже вот здесь. Попутешествовать по Ближнему Востоку, английский язык нужен. Да. Попутешествовать по Юго-Восточной Азии, английский язык. Самое большое англоговорящее население в Китае, допустим. Да? Вот знание английского языка вот открывает вот это другое окно в другой мир. И вот надо посмотреть, послушать, что их местные как бы инфлюенсеры или кто, блогеры, или люди, вовлеченные в образование, что они говорят, какие университеты советуют, как готовиться, как к IELTS готовиться, какие книжки читать, какие университеты есть, какие университеты, например, больше дают сколоршипов. Вот если не ошибаюсь, там, не знаю, Стэнфордский университет, оказывается, много дает, вот один из таких, типа, топ, который дает сколоршипов много. Там, еще какие-то вузы надо знать, где брать, да, и знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот этот прикуп знать, вот этот английский язык, он дает знать этот прикуп, чтобы ты понял, в каком университете, на какую специальность дают много сколоршипов. Например, в Гарвардском университете, я знаю, на тему религиозных исследований, религиоведения, очень много, там почти нету платного, по-моему, все на сколоршипах держится. И вот это надо знать, где как дают, какие гранты есть. И английский язык, еще раз, он дает возможность узнать вот этот прикуп, узнать вот эту обстановку, вот эти гранты, специализации. Вот я бы посоветовал бы знать английский язык и на английском языке искать информацию, слушать. Больше они получат инсайтов. Да, на самом деле, я тоже пример, что английский язык раскрыл мне больше дверей. Именно даже в исследовании, в каких-то вот изучении статей. На русском языке очень мало интересной какой-то их статьи, интересной информации. И они, возможно, где-то узконаправленные, где-то с какой-то точки зрения другой. А на английском языке
можно было изучать столько точек зрения и к одному прийти именно ясности и выбрать свое что-то. Английский язык очень много исследований дало, и я думаю, английский язык откроет эти двери любому человеку, кто изучит этот язык. И самое главное, я думаю, в этом мире глобализированном 21 веке, основной язык — это английский язык. Его всем нужно изучать, они обязаны его выучить. Я думаю, они найдут вот эту точку развития своего к другим сферам. Как когда-то латинский язык. Да. Раньше вся наука была на латинском языке. До латинского языка арабский язык был. Все переводили на латинский язык. Ну, часть, которая осталась, такого Golden Age of Islam. Европейцы переводили на латинский. А потом в какой-то момент латинский тоже перестал быть языком науки. И английский стал язык науки. И это нормально, надо вот уметь держать нос по ветру, да. Трендам надо понимать тренды и подхватывать их. И чтобы вот делать свою жизнь комфортную, правильно понимать, что нужно, как нужно, методы, подходы и так далее. Да, и скажем нашим зрителям, что изучайте английский язык, он откроет много дверей для вас в исследованиях, где-то, возможно, в изучении, в образовании за границей и получить какие-то новые информации. И я думаю, если это ваша мечта обучаться за границей, вы это все сделаете, если вы научитесь исследовать эту информацию и узнавать ее. И вы можете сказать что-то, да, про английский язык. Да, английский язык открывает много дверей. Не забывайте, что образование это базовое право каждого человека на земле. Это просто, это ваше право. Никогда не думайте, что образование вы кому-то что-то должны, останетесь и так далее. Это просто ваше право. И образование, оно дает освободиться от всех цепей, от всех предрассудков. Это всегда билет, это всегда лифт. Вот. Так что пусть образование будет таким как бы ориентиром в жизни. И всех книг вам прочитать. Спасибо за внимание. С вами был Домалах подкаст. И спасибо нашему дорогому гостю Эмину Джабарову. Спасибо большое за приглашение меня. Спасибо.